Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. И я хочу сегодня предложить вам расклад, который будет называться «А какая я сегодня? Чем я дышу? Что у меня происходит?» Как всегда, вся информация под видео. Приглашаю вас на личные встречи, на личные расклады. Ну что ж, давайте будем начинать. Сегодня я вам предложу два варианта расклада. А впереди у нас первый вариант. Небольшая сигнификация. Если вы чувствуете, что она вам не подходит, можно поменять вариант. Или сегодня не ваш день, и карты не хотят вам раскрывать все секреты. Итак, какие вы сегодня? А сегодня у вас достаточно сложное состояние в плане энергии. Чувствуется какой-то общий упадок сил. Возможно, что-то произошло очень серьезное в вашей жизни. И вы сейчас понимаете, что необходимо восстановиться. Восстановиться, чтобы почувствовать себя совершенно в новых состояниях. Вам сложно, вам нелегко. Скорее всего, это связано с вашими личными отношениями. Вам пришлось разорвать что-то хорошее, доброе, светлое. Возможно, вы расстались со своим партнером. Возможно, вас кто-то разочаровал. Возможно, вас кто-то обидел. И вы очень грустные уходите в новое будущее. Вы для себя решили, что вы должны начать все сначала. И, наверное, это правильное решение. Да, действительно, ваш партнер отказался от отношений, а возможно, и вы приняли очень серьезное решение выйти из отношений. Вот в таких энергиях вы сегодня находитесь. Чем еще наполнена ваша жизнь? Карта нам говорит о том, что, возможно, есть некие проблемы на работе. Вам бы хотелось, чтобы было чуть-чуть побольше денег. Вам бы хотелось, чтобы на работе у вас был новый скачок вперед в плане карьеры. Вы устали находиться в тех состояниях, которые сегодня у вас происходят на рабочем месте. У вас нет радости и удовлетворения тем, чем вы занимаетесь на своем рабочем месте. Вам бы хотелось уйти туда, где больше позитивных эмоций, где больше радости, где больше мудрости. И поэтому вы отправляетесь в новый путь или задумываетесь о том, чтобы найти новую работу. В целом, удовлетворены ли вы жизнью? Я думаю, что да, по крайней мере, вы стремитесь к новым каким-то свершениям. Но эта ситуация, которая с вами произошла сегодня, она вас разбалансировала. Вы не ожидали, что придется разрушить такие хорошие взаимодействия, которые давали вам уверенность в будущем дне. Вы прекратили общение, и поэтому сейчас чувствуете себя не очень удовлетворенным, скорее раздраженным, агрессивным, человеком, который на данном этапе очень переживает, и внутри у него просто полыхает буря. Как вы ощущаете себя в социуме? Пятерка кубков нам говорит, что вы не хотели бы чувствовать себя грустным, неудовлетворенным. Но вы не можете эту ситуацию на данном этапе пока изменить. Вам бы хотелось, чтобы все встало на свои места.
И как по мановению волшебной палочки пришла богиня справедливости и навела истинный порядок. Поэтому большого желания и большой энергии идти в люди, общаться, находить новые контакты у вас на сегодняшний день отсутствует. Что же касается будущего вашей личной жизни, наверное, вам придется еще какое-то время отстаивать свои личные приоритеты. Отстаивать, потому что вы бы хотели, чтобы все вопросы разрешились без хитрости, без обмана. Вы бы хотели, что сейчас как можно меньше каких-либо взаимодействий в плане личной жизни. Но вы понимаете, что впереди очередной выбор, который вам придется сделать. И, возможно, вы оставляете себе право на то, чтобы опять дать себе шанс на отношения. Что сегодня с вашей интуицией, с вашим творческим потенциалом? А я бы так сказала, что творческий потенциал тоже сегодня находится в очень сложном состоянии, потому что сейчас пока энергии злости перекрывают вас и ваш творческий потенциал. Вы порой не слышите свою интуицию, потому что вы до сих пор еще переживаете за те отношения, которые у вас разрушились. Вы часто думаете о них, об этих отношениях и думаете, а как бы здорово, если бы это все дальше развивалось, так, как бы мне хотелось. Но вы осознаете себя человеком, который способен на многое. Вы чувствуете свой потенциал. И я думаю, что в скором будущем вы его реализуете. Следующая карта нам, наверное, расскажет о том, насколько вы чувствуете Вселенную, насколько вы чувствуете тонкие энергии. Что же происходит у вас на уровне подсознания? А на уровне подсознания у вас идет отказ от всех желаний, и вы как бы сосредоточились на самом себе. Вы не хотите, чтобы кто-либо вмешивался в вашу жизнь. Вы хотите только, чтобы все крутилось вокруг вас. Наверное, это нормально, потому что вы хотите сохранить солнечные, добрые, теплые энергии, которые у вас еще остались. Вы заняли такую эгоистическую позицию. И вы решили для себя, что я пока буду одна, я не хочу больше никого. Вы понимаете, что сегодня не на вашей стороне колесо фортуны, но вы знаете, что впереди момент истины, когда нужно будет в очередной раз поднять себя из руин и восстановить свой духовный потенциал. И у вас это получится. Девятка кубков нам говорит о том, что вы в очередной раз наполнитесь энергиями любви и будете чувствовать себя комфортно и удовлетворенно. Совет от карт. Не принимайте сейчас очень быстрых решений. Подумайте, соберитесь, сохраните все, что есть. Знайте, что самое сложное уже сейчас завершилось. Впереди у вас еще новые уроки, которые вам предстоит пройти. Постарайтесь проработать ту ситуацию, через которую вы прошли сейчас. Будьте упорными. Проанализируйте все, что с вами было. Поймите, почему человек не захотел
с вами взаимодействовать. Приведите в порядок свои мысли. Впереди у вас новая история. История новых отношений. Новых отношений, но не сейчас, а через некоторое время. До новых встреч! А сейчас расклад для двоечек. Мы посмотрим небольшую вашу сигнификацию. Если вы чувствуете, что сигнификация вам не подходит, возможно, это не ваш вариант. И стоит перейти на другой. Ну или сегодня не ваш день, и карты не захотели раскрыть все секреты вашей личности и вашей судьбы. Итак, второй вариант. В каких энергиях сегодня вы пребываете? А вы сегодня вышли из каких-то очень жертвенных ситуаций. То есть вы преодолели некий застой в своей жизни. Вы решили, что вам пора двигаться вперед. Связано это с эмоциями. Возможно, вы очень сильно о чем-то переживали и никак не могли выйти из этого состояния. С чем же это переживание связано? А связано оно с мужчиной. Связано с человеком, который по каким-то причинам, а возможно, это даже и ваш муж, по каким-либо причинам стал к вам по-другому относиться. Да и вы сегодня уже не способны подарить ему те чувства и эмоции, на которые вы готовы и дарили ранее. Какие вы еще сегодня? Вы сегодня больше сосредоточены на себе. Вы смотрите на мир достаточно эгоистично и считаете, что в первую очередь ваши интересы, а потом уже все остальное. Вас не радует эта ситуация. Вас не радует. Но оставаться в одиночестве и грустить вы на сегодняшний день не готовы. Вы смирились с этим и приняли решение, что то, что со мной произошло в отношениях, это судьба. Но вы знаете, что впереди у вас удача и светлая полоса жизни. Вот в таких энергиях вы сегодня пребываете. Давайте посмотрим, что же происходит в вашей жизни, чем вы дышите. Карты нам говорят, что вот в отличие от личной жизни, на работе у вас все замечательно. Единственное, что вы время от времени задумываетесь, а стоит ли начинать что-либо новое? А может быть, стоит постоять на месте и не двигаться вперед? Иногда вы закрываете глаза на те проблемы, которые возникают у вас на работе. То есть вы стали намного осторожней воспринимать все то, что там происходит. Вы стали более мудрыми, и поэтому на работе вы сильно не переживаете и сильно не эмоционируете. Вы знаете, как поступить в той или иной ситуации. Но и на работе у вас есть партнеры, которые всегда помогут вам в трудной ситуации, в моменты принятия решений. Насколько вы удовлетворены на сегодня собственной жизнью? А удовлетворение сегодня не очень хорошее, потому что на какое-то время, видимо, связано с той ситуацией, которая у вас происходит, вы потеряли желание. Желание что-либо менять, что-либо делать, потому что близкий вам человек перестал испытывать к вам чувство влюбленности. Но вы знаете, что впереди у вас новые шансы, новые изменения.
И для вас сегодня все ясно и намного очень сильно прозрачно. То есть вы понимаете, что у вас впереди. У вас нет каких-то либо иллюзий. Вы раскрыли все тайны. И теперь ваши глаза и ваше сердце видит далеко вперед. Что же это произошло со мной? Да, вы где-то не прислушиваетесь к своей интуиции, но вы знаете, что этот период, сложный период во всех отношениях для вас уже завершен. Как вы себя чувствуете в социуме на сегодняшний день? Вы бы, наверное, не хотели взаимодействовать, по крайней мере, в ближайшее время. Вы сегодня больше занимаете такую достаточно жесткую позицию, порой даже агрессивную позицию. В руках у вас меч, а значит, к вам лучше не подходить. Вы для себя решили, что на какое-то время стоит на мир смотреть иначе, не в розовых очках, а достаточно трезвым взглядом. Вы понимаете, что тот мир, который вы строили много времени, он разрушился, и поэтому общаться вам не очень хочется. Не очень хочется, но без социума никуда не денешься. Рано или поздно все равно придется выходить в люди. Что у вас впереди в личной жизни? Сейчас пока период, когда вы должны закончить все то, что наболело. И пока движение изменений в личной жизни карты нам не показывают. Пока у вас идут потери. Потери, и вы занимаете оборонительную позицию. Вам очень тяжело, вам очень сложно. И вы понимаете, что вы ничего на данном этапе изменить не можете. Даже если вы будете очень много вкладываться, предлагать разные решения, все равно это вам не поможет. Что происходит с вашим каким-то творческим потенциалом, может быть, с вашей интуицией, с вашей осознанностью какой-то собственной индивидуальности, вот с тем, что нас ведет вперед, с тем, что нам открывает будущее. Вы ждете новостей. Вы хотите, чтобы ситуация менялась как можно быстрее. Вам очень жаль, что теперь не будет такой радости, какую вы испытывали раньше. И поэтому ощущение создать что-то новое, ощущение новых идей, новых проектов пока вас покинуло. Вы не хотите начинать что-то новое ни с какими людьми. Но вы знаете, что вы справитесь с любыми сложностями, которые бы не были на вашем пути. И вы знаете, что вы обязательно восстановите свой творческий потенциал. Но пока вам еще очень сложно. Очень сложно. И вам нужно просто-напросто собраться с новыми силами. А что говорит ваше подсознание? А подсознание говорит, что вам очень сложно. Вы потеряли точку опоры. Вы разбалансированы. Вы не способны отдавать. Вы потеряли столько энергии, что сейчас необходим достаточно длительный период, чтобы это восстановить. И поэтому вы никуда не торопитесь. Вы принимаете ситуацию. Ваше подсознание говорит о том, что впереди новые горизонты и новые выборы. И я буду готова на момент выбора. И я бы не хотела, чтобы этот выбор вновь был построен на обмане и лжи. Шестерка Пентаклей нам говорит о том, что где-то там, в глубинах подсознания, вы понимаете, что рано или поздно
вам придется снова выйти в свет и начать новое восхождение к своим вершинам. И вы этот выбор сделаете. Сделайте, и начнется новое общение, и новое взаимодействие, и новое духовное развитие вас. Вы изменитесь, вы перевернете себя, вы прошли очень сложный жизненный урок и уже никогда не станете прежними, как раньше. А сейчас вы решили, что нужно отдохнуть и успокоиться. Вы не хотите принимать решения, потому что еще не все понимаете до глубины души. Какой же совет вам? Расслабьтесь, отдохните, переключитесь на что-то другое. Вы не можете контролировать все, что вас окружает. Есть вещи, которые от нас не зависят. Наполнитесь новой энергией. Будьте настойчивы в своем продвижении, в приобретении новых сил. Только не берите на себя слишком многое. Ваш мир уже никогда не будет прежним. А еще совет. Обязательно отправляйтесь в какое-нибудь путешествие для того, чтобы вновь восстановиться и вернуть назад свои мечты и желания. Вернуть назад то духовное состояние, которое у вас было ранее, и начать новый путь в новую реальность. До новых встреч! Приглашаю на личные консультации. Всегда рада вашим комментариям, лайкам. Всего вам хорошего. Пусть мечты сбываются.